Всем добрый день! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Олеся. Сегодня приготовлю самый замечательный, пышный и вкусный маковый бисквит. Присоединяйтесь. Для приготовления берем 40 грамм мака, 50 грамм молока, сахар 150 грамм и ванильный сахар, мука 160 грамм, 7 грамм разрыхлителя, 5 крупных яиц, масло сливочное 40 грамм и, конечно же, щепотку соли не забудем. Для приготовления первым делом нужно отделить желтки от белков. На мой взгляд, это самый лучший все-таки способ. Вы, конечно же, можете взбивать и целые яйца. Я отделяю при помощи ложки разделителя, отделяю все 5 белков и начинаю взбивать, добавив щепотку соли до побеления сначала, до появления воздушной пены, и потом добавляю ложечку ванильного сахара и постепенно, буквально по 1-2 столовые ложки, начинаю всыпать обычный сахар, продолжая взбивать до появления устойчивых пиков, четких следов от миксера. Посмотрите. И только потом по одному начинаем добавлять желтки. Я уже перемешиваю желтки на более низком обороте. Тщательно каждый желток размешиваем. Сливочное масло и молоко наливаем в ковш, либо на сковородку выкладываем и ставим на плиту, чтобы растопилось сливочное масло и эта масса фактически закипела. Мука у меня уже была просеяна, добавляю разрыхлитель и мак. Мак должен быть абсолютно сухой. Такое добавление мака, муку именно, равномерно его распределяет. То есть мак распределится по бисквиту равномерно. Будет очень красивый бисквит. Во взбитые яйца в один прием добавляем сухую смесь. Миксером уже не пользуюсь. Беру венчик и начинаю перемешивать. Перемешиваем нежно, аккуратно, снизу вверх. Сначала, чтобы немножечко мука соединилась. Потом не бойтесь сделать, считая буквально до 10 секунд, такая техника. Просто считайте про себя до 10 и делайте несколько резких движений. И все, готово. Посмотрите. Во-первых, мы не затягивали процесс перемешивания. Во-вторых, не осталось никаких комочков. И все прекрасно соединилось. Тем временем молоко с маслом закипело, и горячее, кипящее по 1 столовой ложечке, 2, я делю примерно на 3 части визуально, добавляю в 3 приема эту горячую смесь, вливаем в тесто. Здесь уже действуем осторожно, перемешиваем буквально пара движений снизу вверх. Форма у меня уже готова. Ее размер, диаметр 20 сантиметров. Форму ничем не смазываю, ни бортики, ни донышко. На донышко просто защелкнула кусок пекарской бумаги. Это делается для того, чтобы бисквит хорошо поднимался вверх и не опадал. Немножечко покрутите форму по часовой стрелке, либо слегка потрясите, чтобы тесто равномерно улеглось. И выпекаем бисквит в хорошо разогретой духовке при 180 градусах 42 минуты. Для моей духовки делайте поправку на свою духовку. Выньте, проверьте на сухую палочку. Дайте отдохнуть бисквиту минут 7 в форме. И потом аккуратно подрезаем его ножом. Проходимся по бортику, вырезая бисквит из формы. Аккуратно снимаем форму и переворачиваем бисквит на решетку. Полностью его охлаждаем. Посмотрите, какой красавец, пышный, ровный, воздушный получился. Я бисквит полностью охладила, завернула в пищевую пленку и оставила отлежаться в холодильнике 1 ночь. Это делается для того, чтобы влага в бисквите хорошо равномерно распределилась, бисквит потом при нарезке не крошился и был более сочный, более влажный. На следующее утро нарезаю бисквит на коржи. Я это делаю при помощи хлебного ножа, можно делать при помощи струны. Я слегка еще себе разметила коржи при помощи зубочисток, наметила толщину коржей. И посмотрите, какой шикарный бисквит получается на разрезе. Да, главное потом не забыть убрать, конечно же, зубочистки из бисквитов. Посмотрите, мак равномерно распределился, пушистый, как губка, нежный, сочный, влажный.
Очень вкусный бисквит. Приготовьте, попробуйте. На мой взгляд, это самый идеальный рецепт макового бисквита. Я думаю, вам тоже понравится. Готовьте с удовольствием. Обязательно пишите свои отзывы внизу в комментариях. Если желаете приготовить со мной торт из этого макового бисквита, рецепт очень вкусного нежного многослойного торта, найдете в следующем видео. Всем вкусных маковых бисквитов. С вами была я, Олеся. До скорой встречи. Поддержите меня пальцем вверх, оставьте внизу комментарий. Всем пока.